Сегодня я приготовила обалденные, сногсшибательные пирожки с капустой. Все тонкости моего рецепта, все нюансы смотрите в этом видео. Смотрите видео до конца. Друзья, здравствуйте! Вы снова на канале Ленка Пенко. Спустя некоторое время я и мой супруг Вадим, мы возвращаемся к съемкам на канале. Я очень люблю готовить, а муж очень любит снимать. И сегодня на обед муж попросил меня приготовить пирожки на кефире с молодой капусточкой. Поскольку сейчас сезон молодой капусты, она очень нежная, очень вкусная, и хочется разнообразить приготовление с ней, тем более в ней очень много полезных веществ. Вы знаете, что калорийность молодой капусточки всего 28 калорий на 100 грамм. Именно поэтому ее причисляют к числу диетических продуктов, включают в рационы для похудения, поскольку там очень мало калорий, много клетчатки, организму приходится много работать, чтобы ее переварить. И за счет этих трудов жировые массы постепенно при регулярном употреблении капусты снижаются. Также капусточка полезна веществами, которые ухаживают за сосудами, укрепляют стенки сосудов, понижает плохой холестерин, выводит его из сосудов. И таким образом антисклеротические свойства, которые так важны для пожилых людей, в частности. Сейчас много молодых людей с плохими сосудами. Для женщин там очень много фолиевой кислоты, которая ухаживает за женской репродуктивной системой. Для мужчин в капусте вещества, которые улучшают потенцию, либидо и выносливость. Вот. Очень полезная капусточка для всех. Итак, сегодня мы приготовим пирожки. Начну я с лучка. Для приготовления мы используем молодую капусту, зеленый лук. Это будет начинка. И для начала я измельчу зеленый лучок. Благодаря зеленому луку капусточка будет не такой бледненькой, будет яркой, красивой. И аромат свежего лука очень подходит к этой начинке. Весна, сезон зелени начался, я его очень ждала. И на канале сейчас будет много интересных блюд, полезных, естественно, для здоровья. Так, лучок я пересыплю в емкость. Так, вот так. Угу. Теперь измельчу капусточку. Это удобно делать большим ножом. Мы недавно переехали, я еще не успела приобрести себе большой нож. Капусту надо измельчить как можно мельче. Прям тоненько. Капуста у меня ушло 650 грамм, маленький вилочек. Мелко порезала ее. Теперь добавлю соль, 1 чайную ложку. Капусточку чистыми руками помну. И отправляем капусточку на сковородку, заранее разогретую. Добавляю 2 столовых ложки растительного масла.
Охлаждаю я под крышкой на среднем или большом огне. Непременно под крышкой, чтобы она успела приготовиться за те 5 минут, которые она находится на большом огне. Да, кстати, я хотела сказать, что при приготовлении, при термической обработке, количество витамина С в капусте в разы возрастает. И его становится больше, чем в лимоне. И 200 грамм термически обработанной капусты, вот как мы сейчас начинку для пирожков делаем, 200 грамм это суточная норма витамина С. Капусточку я регулярно помешиваю, чтобы она была равномерно, слегка румяной. На этом этапе можно добавить по вкусу немного черного перчика. Буквально пол чайной ложки, можно чайную ложку. Снова перемешаю. И накрою крышечкой еще на минутку. Пять минут наша капусточка потушилась, пожарилась. Теперь я добавляю свежий зеленый лук. Аккуратно перемешиваю. И закрываю крышкой еще на 1 минуту. Начинка для пирожков готова. Молодая капуста получилась очень нежная, яркая, за счет лучка, красивая такая, очень сочная. Черный перчик придает особый аромат. Начинка готова. Теперь я замешу тесто на пирожки. Тесто я сегодня буду готовить из цельнозерновой муки, поскольку она гораздо более полезна. Чем отличается цельнозерновая мука от обычной белой? Ну, во-первых, ее отбеливают химическими компонентами, которые никак не приносят здоровья нашему организму. А цельнозерновая мука, кроме того, что там используются перемолотые ядрышки, как в белой муке, тут используется и кожура, зернышко пшеницы. Получается как бы мука с отрубями. Здесь гораздо больше клетчатки. В этой как раз кожуре в отрубях витамин В, Е в большом количестве содержится. И, конечно же, клетчатка играет свою огромную роль в налаживании желудочно-кишечного тракта. И сегодня у нас здоровые пирожки, нежные. И, Вадим, ты хочешь, чтобы они были запеченные в духовке или жареные? В духовке. Поскольку это тесто подходит как для жарки, так и для запекания пирожков. Для начала 500 мл кефира обычного, можно жирного, можно обезжиренного, какой вы любите. 500 мл кефира я выливаю в глубокую емкость, добавляю туда все сыпучие ингредиенты. Это чайная ложка соли, чайная ложка соды. Соду в этом рецепте гасить не нужно. Яблочным уксусом, как я обычно делаю, или лимонной кислотой, натуральным лимончиком, поскольку кефир уже кисломолочный, и кислота кефира уже гасит соду. И в рецепте у нас идет 1 столовая ложка сахара. Можете положить сахар, я положу стевию, поскольку сахар мы стараемся с Вадимом не кушать. Стевия идет в 2 раза меньше, чем сахар, она более сладкая. Я кладу 1 чайную ложку стевии. И осталось добавить 2 столовых ложки растительного масла. У меня кукурузное. Вы смотрите, что вам по вкусу. Сразу же перемешиваю все венчиком. Венчик у меня от миксера, не обращайте внимания. Смотрите, какие пузырьки. Это как раз сода гасится кефиром. Замечательно. Это и придаст пышность нашему тесту, которое без дрожжей должно быть пышным, как раз благодаря соде и кефиру. И постепенно я вмешиваю цельнозерновую муку. Видите, она коричневатая. Это как раз вот эти отруби, вот эта шелуха пшеницы, очень полезная. Муки понадобится 650 миллиграмм. Или смотрите на глаз. Возможно, поменьше.
Главное, чтобы получилось эластичное, мягкое, не сильно густое тесто. Тесто на пирожки готово. Теперь оно должно полежать в холодильнике 20 минут, чтобы отдохнуть, чтобы быть готовым к дальнейшему приготовлению. Все, тесто готово к дальнейшему приготовлению. Теперь я должна подготовить чистую сухую поверхность и немножечко присыпать ее цельнозерновой мукой. Дальше я разделяю тесто на кусочки размером с теннисный шарик. Получаются вот такие симпатичные колобочки, серенькие, с отрубями, красотулечки. Теперь каждый я сплющиваю пальчиками. Можно разровнять пальчиками, можно использовать скалочку. У меня сегодня скалочка только узорная, она используется для пирогов в основном. Сегодня другой нету. Раскатываю тесто. Выкладываю столовую ложку с горкой начинки. Начинки у нас много. Я ее не жалею. Чем больше начинки, тем вкуснее пирожки. И сейчас покажу вам простой, красивый способ, как красиво слепить пирожки. Немножко пальчиком начинку вниз толкаю и начинаю с одного краешка. Вот так, елочкой, елочкой. Так научила меня мама Вадима. Просто замечательно. Получается легко, просто. Пирожки не открываются. Получаются такие изящные, красивые. И таким образом я сейчас слеплю все пирожки с начиночкой. Последний пирожочек леплю. У меня ушла вся капуста. Замечательно. То, что надо. Пирожки вы можете, если хотите, слепить поменьше размером. Но сегодня мне захотелось большие пирожки и много-много начинки. Так, 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 так. Пирожочек готов. Все, пирожки я слепила. Теперь буду выпекать в духовке. Для этого я беру пергамент. Обязательно. Пергамент. Ножнички. Пусть духовочка пока греется на 180. Для того, чтобы пирожки не подгорали, я всегда использую бумагу для выпечки. И выкладываю пирожочки. На пергамент. Сначала по краям, чтобы он не скручивался. Так. Так. Ага, у нас еще 2 пирожочка, мы сейчас их поместим. Угу. Угу. Замечательно. Для того, чтобы пирожки были румяные, я обычную сметану немножечко разбавила водой. Вместо яичек буду использовать сметаночку. Такая она у меня жирненькая, домашняя. И смазываю каждый пирожочек со всех сторон. Так пирожки будут румяные, красивые, золотистые. И отправляю пирожочки в духовочку. Заранее разогретую до 180 градусов. На серединку. Не выше, не ниже, а на серединку. На 25 минут
180 градусов 25 минут. Или смотрите готовность по вашей духовке. Духовки у всех разные, газовые, электрические. У меня электрическая. Пирожочки приготовились. Смотрите, какой легкий, красивый румянец. Он не такой яркий, как у муки белой, но все-таки присутствует. Теперь я подожду, пока пирожки немножечко остынут, чтобы переложить их легко в корзиночку для подачи. Пирожочки перекладываю в плетеную корзиночку. И сейчас заварю чай. Вот такие пирожки получились. Сейчас мы их будем пробовать с мужем. Я заварила иван-чай с чагой. Давайте посмотрим, что получилось. Очень пышное тесто в дырочку. Очень много начинки. Очень вкусно пахнет. Дорогой муж, присаживайся, будем чай пить. И вам, друзья, приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч.